Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет влог, сегодня у нас будет с вами небольшая экскурсия. Я пройдусь от дома к родительскому дому, то есть схожу к родителям, покажу, сколько у меня составляет маршрут. По вашим просьбам теперь я буду все-таки видео озвучивать и расскажу, что у нас будет на пути встречаться. Сейчас я вышел на набережную моего дома. У нас получается, смотрите, я иду по этой набережной, она не облагорожена, то есть здесь, видите, как бы ничего такого, ни лавочек, ни освещения нет. Ночью здесь, знаете, глаз выколи называется. Вот, поэтому не знаю, не слышал я, доберутся они до этого края или не доберутся. А вот на той стороне набережной она, конечно, симпатичнее, красивее. Кстати, друзья, стабилизатор включил, видео уже более-менее стабильное, не сильно трясется. Справа у меня находится речка Ульба, она у нас небольшая речка, но вот когда дожди или весна, она очень сильно, конечно, наполняется. То есть сейчас она обмельчала, ее можно, в принципе, бродом перейти. Вот такая вот замечательная набережная, мне она очень нравится. Вот. Ну а по левую сторону находится мой дом, он 20-подъездный, да, друзья, аж целых 20 подъездов в моем доме. Вот, буду балаболить, вам, надеюсь, интересно будет, да? Так, люди навстречу идут. Вышел, кстати, выходной день. Что у нас там по календарю? 21 августа, утро, 8:30 утра. Народу нету, автобусы. Я думал, что автобусы не будут ходить, но автобусы на самом деле ходили. Так, я вот показал это спуск к Ульбе. Тут у нас зимуют утки. Зимой обязательно буду делать влог, покажу вам уточек. Прям уточек здесь очень много, не знаю. Кстати, вот прибрались какие-то активисты, не знаю, молодцы. Прибрались уже 2 раза. Тут вообще, друзья, это ужас какой-то. Почему у нас люди такие, извините, бараны? Вот такой срач устраивают вообще. Не знаю, мы сами себя, в общем, убиваем. Вот, сейчас немножко прибрались, но тем не менее все равно видно, да, что мусор все равно. Тут частенько бомжи собирались у нас. О, с бомжами это вообще жесть. С бомжами вообще жесть. Ну что, поднимаемся к мосту. У нас, видите, 2 моста здесь. Один мост автомобильный, да, а один мост теплотрасса. Вот который мост теплотрасса, сейчас я вам его покажу. Так. Вот. Здесь все закрыто. Теперь, раньше у нас здесь не было автомобильного моста, и люди ходили пешком через вот эту теплотрассу. То есть там был пешеходный проход. В связи с тем, когда новый мост вот этот построили, кстати, его Назарбаев приезжал, этот мост открывать. Доброе утро, девушка. Его приезжал Назарбаев этот мост открывать. Поэтому вот такая честь ходить по этому мосту. Вот, в общем, вообще у меня этот район такой спальный, друзья. Город у меня небольшой, это практически уже, наверное, ну, если не считать частный сектор, то вот практически я уже как бы на окраине нахожусь. Но мне очень удобно, здесь очень такой оживленный район. Я бы сказал, хоть и окраина города, можно сказать, и все равно центр. Центральный рынок у нас здесь. Здесь вот все строительные магазины сфокусированы. Вот он, друзья, пешеходный мост, который сейчас он закрыт. Видно его справа. Люди торопятся на работу. Вот он. Вот. Теперь он закрыт, прохода нету. Вот, в общем, как-то так. Ну, как-то недавно, кстати, в Инстаграме показывали, как парень один прыгнул с этого моста. Я не знаю, мне кажется, это так мелко. Ну, тут вообще, по идее, мелко. Может быть, яма тут какая-то была. И он прыгнул в эту яму удачно, не знаю. Не буду рисковать, не буду, друзья, прыгать. Поэтому двигаемся дальше. Вот. Девушку сейчас догоним. Девушка, постойте, отвернитесь.
Друзья, ну, кстати, очень-очень немножечко непривычно мне сейчас комментировать видео. Я решил, что я буду делать озвучку уже после того, как видео снимаю, потому что у меня нету микрофона такого, чтобы шума не было. Знаете, от дороги очень сильный шум, поэтому я считаю, что так будет, наверное, друзья, очень-очень выгодней. Вот тут набережная вторая, тут можно спуститься, тут прям такая роща, все заросшено, не знаю, я туда не спускаюсь. Ну, как бы, зачем мне туда спускаться? Там, наверное, туда, наверное, бомжи ходят. Вот, ну что, мы подходим к перекрестку, перекрестку 7 дорог. Это я сейчас шел по мосту, и вот здесь у нас начинается... Но это не начало, это конец улицы Мызы и начало улицы Протазанова. Вот. Подходим к перекрестку. Вот у нас, это я говорил уже где-то или не говорил, у нас стали делать вот такие правые срезы. Раньше его не было. Вот сейчас я девушку обгоняю. Видите, вот пешеходный первый переход. Это срез. Раньше его не было. Его вот буквально недавно закончили делать. И у нас прям, знаете, в Усть-Камане такой пик вот этих вот правых срезов. Ну, наверное, очень удобно для водителей, я не знаю. Друзья, смотрите, я в шоке. Светофоры завалили. Ну да, писали, что у нас в городе будут светофоры менять, обновлять. Вот, поэтому обновили. Ну, надеюсь, пройду аккуратно. Ой, автобус, смотрите, какой древний, изумрудный. Я раньше работал в этом, куда этот автобус поехал, я, короче, там работал, это база отдыха. Вот, друзья, переходим дорогу. Справа улица Протазанова. Вот, кстати, девятиэтажка. Тут две девятиэтажки стоят. Я хотел квартиру купить в одной из этих девятиэтажек, но потом что-то я выбрал все-таки там, где я сейчас купил. Вот. И вот это вот у нас улица Мызы. Это вот у нас раньше тут завод приборов был. Сейчас все, конечно, торговые площади. Это сейчас модно. Торговый дом. Тут Евромебель. В общем, тут очень много всего. Ну, Технодом, я сюда обычно хожу. Евромебель, кстати, друзья, мне очень нравится магазин Евромебель. У них, в принципе, недорогая мебель и довольно симпатичная. Вот. Как захочу мебель, обязательно к ним приду. Вот. Ну а с этой стороны, с правой стороны снимать нечего. Жилой дом. Кстати, очень такой хороший кирпичный дом. Я тоже в нем хотел квартиру купить, но, к сожалению, в этом доме не продаются. Ну, в смысле, не выставляются практически квартиры. Это надо было сидеть, ждать и караулить. То есть там, друзья, вот когда вот ищете квартиру, всегда смотрите... вот этот дом, да, кирпичный. Всегда смотрите, если много квартир продается, значит дом херь. Вот, а если квартир мало продается, значит, скорее всего, люди хорошие. Вот, видите, Евромебель. Здесь большой, вот еще есть салон Фараон мебельный. Но он дорогой, я туда как бы не заглядываю, не хожу. Вот. Дальше мы подходим, пятиэтажки уже панельные, они старые, мне здесь квартиры не нравятся в этих панельных. А это вот все по этой стороне, это идет все торговый дом. То есть, ну тут вот в основном первые этажи, тут свет, ковры, вот видите, да, баннер. А на втором этаже мебель, очень большой мебельный магазин. Ну, у нас в городе, видите, город маленький, поэтому... Вот, видите, автобус 38-й, пазик-мазик. Вот, видите, снимал видео в субботу, на прошлую субботу не было автобусов, а в этот раз автобусы пошли. Но у меня, вот куда я иду к родителям, да, ходит автобус, но, блин, он ходит по графику, друзья. По графику, который попасть он или очень рано идет, или позже. А мне вот край надо с утра пораньше было к родителям сбегать, поэтому бегу. Ну вот еще тоже дом, магазины. Вот. Впереди, справа от меня, сейчас вы видите забор, это здание суда, городской суд. Здесь судят правонарушителей. Ну, вот такие вот мелкие, я так понимаю, там, наверное,
Я так думаю, что... Не знаю, друзья, честно. Я не попадал в этот суд. Вот он. Кстати, а можно снимать государственные учреждения на видеокамеру? В чужой стране-то, наверное, нельзя. Вот в нашей не знаю. Но вот я снял. Там тоже есть камера. Меня тоже засняли. Надеюсь, не придет мне сюда повестка. Так, магазин «Мечта», «Мир света». Кстати, «Мир света» очень хороший магазин. Будете у нас в Усть-Камане, нужен будет свет, заходите вот сюда, вот именно на Мызы. «Мир света» большущий, огромный магазин. Но, друзья, у меня же теперь есть такая камера, я же теперь буду делать влоги. То есть вот собираюсь скоро в АДК. Обязательно сделаю небольшой вам влог-обзор стоматологии. Господи, какая-то она страшная, я боюсь туда даже заходить. И вывеска, и все там страшно. Вот видите, опять срез. Вот опять срез. Это такой перекресток. Перекресток вообще плохой по движению. Ужасный перекресток. Не люблю я его. Ну, как пешеход можно ходить. Так, справа от меня улица Казахстан. Сейчас я перейду на ту сторону. Мне будет удобнее на той стороне идти. И мы продолжим с вами движение дальше, прямо. Вот. И вот, друзья, здесь строительный магазин ТНП, вот где стоит длинный вот КамАЗ разгружается, не КамАЗ, короче, вот. Трамвайный парк, друзья, у нас здесь находится через дорогу. У нас в Казахстане только 2 города остались. Вот там весь перекресток я вам показал. У нас в Казахстане два города остались с трамваями, это Павлодар и Усть-Каменогорск. Вот. Магазин «Мечта». Вон, кстати, видите, трамвай едет на перекрестке. Это трамвай у нас алматинский. Сейчас я вам его еще покажу. Трамвай алматинский. Мы их выкупили с Алматы. Там что-то 18 миллиардов только за транспортировку тенге ушло. Алмата осталась без трамваев. Кто с Алматы? Пишите в комментарии. Скучаете по вашим вот этим вагончикам двойным? Вот. Там дальше, друзья, будем идти, я вам покажу, какие трамваи у нас в Усть-Камане всю жизнь ходят, и вот они и ходят всю жизнь. Так, ну что, зеленый свет. Леша пошел. Леша двигается дальше, друзья. Вот видите, где там оранжевый забор слева? Вот там трамвайный парк. Оттуда вот трамваи выезжают. Женщина стояла. Женщина какая-то стояла. Ой, ужас, я смотрю. Смотрится как-то, знаете, хотя в принципе у нас город, то есть Каменогорск, он такой продвинутый, все-таки много, вот видите, порядок наводят. В этот раз тоже шел, смотрел, косят траву, но ухаживают, но все равно есть еще очень много старинного, это вот мегастрой, это, ну, наверное, кто с Казахстана знает, это сеть строительных магазинов, одна из крупных сетей. Вот здесь раньше был трамвайный парк. Трамвайный парк построил себе вот это здание, и он им сдает в аренду. Вот, друзья, в аренду. И трамвайный парк, раньше территория была огроменная, но сейчас очень много трамваев разобрали и выкинули, на металлолом сдали. Вот, двигаемся дальше. Это у нас вся улица Мызы. Иду вдоль строительного магазина. Следующее у нас с вами будет... Следующее прямо по курсу будет оптовка. Друзья, оптовка, на которую я хожу за продуктами питания. Ну, иногда бывает, ну, вы видите, да, я живу, и у меня все под рукой. Если я вот иду к родителям, или чаще всего от родителей бывает, иду, ой, менты едут, а снимать можно ментов? Полиция. Я в маске. Маска, правда, на бороде, на подбородке, ну, как-то так. Вот. И, значит, мне очень удобно, я иногда на оптовке приобретаю себе продукты по низкой цене. Ну, как бы так. Ну, вы знаете, у нас на рынке тоже стали цены, они уже практически сравниваются с оптовкой. Ну, то есть, какие цены на оптовке? На оптовке очень выгодно брать алкоголь очень выгодно брать. Куриная продукция тут, по-моему, намного дешевле, чем на рынке. И, знаете, всякие есть посуда, есть очень много тоже. Так, ну, слева заборчик, это склад Мегастроя. Вот мы подходим к первому зданию оптовки. Мызы 8. Видите, вон там табличка 8.
8 половинку просим. Боже мой, здесь с этой стороны здание такое страшное. Ну, никто не хочет ремонтировать. Кто хочет деньги? Аренду гребут, а деньги вкладывать в ремонт не хотят. Ну, страшно, друзья. Несовременно, некрасиво. Не знаю. Обидно как-то, знаете. Очень обидно. Так, а с той стороны вот пирамида. Вот видите, там кафе, сауна. Вот. И вот рядом тоже было кафе, но оно сейчас закрылось. Торговый дом сдали. Вот. В общем, вот это Мызы 8, это было раньше медицинский... Как, блин, мама мне говорила, я забыл. В советское время это было какой-то медицинский склад аптечный, что ли. Что-то такое. Вот, в общем, что-то с аптеками было связано. По-моему, был какой-то центр управления аптеками какой-то. Не знаю, друзья. В общем, мама говорила что-то типа такого. Сейчас это оптовка. В здании люди сидят. Тут два этажа. В подвале этой оптовки там склады, наверное. Плюс еще вот видите, вот контейнеры. Вот в таких контейнерах люди сидят, торгуют. И там рыба, кстати, очень дешево за рыбой сюда ходить. Как свежая, так и копченая, всякое-всякое. Вот смотрите, ну какой забор страшный. Это вторая оптовка. Мызы 6 получается. Вот. Здесь в основном продукты, мыломойка. Ну, то же самое, в принципе, что я говорю. То же самое. Вот. Очередь, машины едут. Оптовка работает у нас с понедельника по пятницу, в субботу до 2 часов. И в каждые праздничные дни они отдыхают. Они зажрались вообще. Вот, в общем... Так, женщина с коляской, меня тоже пропустите. Вот, ну, оптовку я тоже как-нибудь, может быть, вам и сделаю, влог покажу. Вот, а вот там, друзья, между этими домами дорога, там, если туда пройти, то первая квартира у меня была вон там, во дворе вот этих домов. Первая моя квартира, полуторка, я жил там. Господи. Все-таки еще утром хорошо снимать, потому что нету народа, друзья. А так бы, если бы я сейчас здесь днем шел, вы бы ничего толком не увидели. Оптовка продолжается, здесь другие здания. Не знаю, что здесь раньше было, но вот еще спят, видите, закрыто. Ед мясо. Вот, кстати, вот этот синий контейнер, я иногда здесь мясо покупаю. Друзья, мы с вами уже идем 17 минут, я легкой походкой двигаюсь. Но вот если сильно ускорено, ну вот я в общем где-то 20-25 минут иду к родителям от моего дома. Собака. Не съешь меня, собака. Здесь у нас фикс прайс открылся. В прошлом году, наверное, он открылся, я что-то вот не помню. Но, блин, здесь такое скопление народа, друзья. Вот фикс прайс. Опять ремонт, еще что-то подстраивают. Господи, боже мой. Вот. Тут еще вот аптеки есть тоже, как по оптовым ценам считается. Но вы знаете, мне что-то показалось, что далеко не оптовые цены. Ну, вот я здесь еще на оптовке беру пакетики, потому что иванские дорогие. Я здесь беру еще пакетики. Друзья, ну вот, в принципе, я приближаюсь к еще одному перекрестку. Здесь кольцевая, здесь у нас трамвай. Разворачивается трамвай. Может, где-то надо разворачиваться. Вот. Поэтому, кстати, я пропустил, я не обратил внимания, где-то трамвай должен был ехать, который советских времен. И тут еще, понимаете, оптовка не закончилась. Еще и вот это здание тоже захватили оптовики. Тоже, видите, игрушки. Автозак. Господи, все, что только нету, друзья. Вот такое вот. Вот такая вот дорога у меня интересная. Здесь кафешка, короче, стоит. Я его не стал, наверное, снимать. Такое убогая кафешка, ужасно. Как вот кафешка, вот знаете, между городами, когда едешь на автобусе, такие вот кафешки есть. И причем эта кафешка, понимаете, она рядом с полицией. Здесь есть здание, сейчас я вам покажу. Надеюсь, что можно показывать. Вот здание полиции. Тоже
советских времен это здание. Но вот они, не знаю, они здесь к Уковокзалу относятся. Уковокзал. А, вон, видите, друзья, трамвай. Вон он подъехал, трамвай. Ну, поди, еще в следующих влогах вы увидите. Вот, здесь Уковокзал находится, здесь у нас проходит поезд в Алмату. То есть здесь можно сесть и уехать в Алмату. У нас две станции. Одна на Защите, одна на Уковокзале. Вот это называется Уковокзал. Друзья, и вот здесь у нас еще конечная автобусов. Раньше была очень хорошая развязка. Можно было уехать в любую точку города. Сейчас вообще, если честно, ждешь. Никак дождаться этих автобусов невозможно. Очень много было автобусов, часто ходили, а сейчас вот как-то так. Вот, друзья, пришли мы с вами. Теперь нам нужно подняться на мост. Мои родители живут в частном секторе. Вот, это здание, впереди было здание самого вокзала. Кстати, треснул потолок у нас. Деревянные ступеньки, тоже вот их регулярно, не знаю, к кому они относятся, но их регулярно меняют на новые. Но были случаи, у нас тут девушка падала с этого моста, то есть она провалилась. Не знаю, что там за доска была, она прям провалилась, ну вроде бы легко отделалась, только увечья какие-то были. Вот, друзья, вот такая вот у нас, вот такая вот у меня дорога. Это у нас перрон. И вот тут разъезд, наверное, да, вагоны стоят иногда. Иногда можно посмотреть. Сейчас народу нету. Поезд алматинский уходит где-то в 10-10:30, что ли, я не знаю. Ну вот она, вот это сам район называется Шмелев-Лог. Вот здесь у меня живут родители. Здесь вот тоже какая-то организация. Ну, в общем, райончик такой он большой, довольно. Когда мы выбирали дом, мы старались дом купить не в самом гуще, чтобы недалеко было добираться до автобуса, чтобы можно было быстренько вот, сбегать, чтобы можно было быстренько добраться до остановки. Здесь у нас, если прямо посмотреть, вон там бетонные какие-то плиты лежат. Здесь у нас бомжи собираются. Очень много бомжей, я не знаю, что их не разганивают. А еще недавно здесь всю дорогу перекопали. Была асфальтированная дорога, друзья. Перекопали, проводили воду. Людям проводили воду в частный сектор, питьевую. И вот тут, смотрите, вся дорога ужасная. Ну что, друзья мои, на этом буду заканчивать. Спасибо большое, что прогулялись со мной. Надеюсь, вам этот влог понравился. Если понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. Я буду стараться по мере возможности делать новые влоги. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.